Всем привет, с вами Таричан. В Японии нет перенаселения. Давайте раз и навсегда забудем этот устаревший стереотип. В Японии последние 50 лет старение нации, нерождаемость и вымирание населения, потому что японцы стареют, а новые маленькие японцы не рождаются. И я уже столько раз про это видео говорила, что, наверное, поэтому люди продолжают меня спрашивать, когда же ты родишь? Видимо, надеются, что я этим как-то решу проблему Японии, но нет, к сожалению, корни проблемы намного глубже, и тем, что я рожу, даже если все японки родят сейчас по 5 детей, эта проблему, к сожалению, не исправит. Но сегодня поговорим о том, почему же японки не рожают, и почему я тоже думаю, что, наверное, в Японии детей заводить я не буду. Низкая рождаемость – это проблема не только Японии, ну и что в этом такого плохого? Ну подумаешь, японцев станет немного меньше, их и так слишком много, у них там перенаселение. Нет в Японии перенаселения, в Японии есть высокая плотность населения в некоторых крупных городах, как Токио, Осака, но вне крупных городов никто в Японии не живет, поэтому может показаться, что в Японии очень много людей, но по факту население Японии с каждым годом сокращается, вот вам график. Вниз идет он. И главная проблема не в том, что людей становится меньше, а в том, что становится меньше молодого работоспособного населения. Вот так выглядит пирамида населения Японии 1950 года. После окончания Второй мировой войны в Японии был огромный бэби-бум, и рожали тогда по 5-7 детей. У отца моего мужа 6 братьев и сестер, их 7 детей в семье. Поэтому нижний слой пирамиды, это самый большой слой, это все маленькие дети. И такая пирамида считается пирамидой здорового государства. Но постепенно к 2015 году пирамида изменилась вот в такую форму, она перевернулась. Те, кто были рождены после окончания войны, бэби-бумеры, они повзрослели, поднялись в пирамиде наверх, но при этом они рожали мало детей. К 2050 году ожидается, что пирамида станет еще тоньше к низу, то есть все меньше и меньше молодого населения Японии будет. И главная проблема – это именно перевернутая пирамида, потому что все больше старого населения, взрослого населения, которое нужно поддерживать молодому населению, платить за них налоги, пенсию и так далее, потому что кто пенсию оплачивает? Мы, по крайней мере, в Японии так работает. На налоги одного человека, на пенсию, которую мы платим каждый месяц, живет столько-то людей на пенсии. Это мы не себе откладываем куда-то в черный ящичек деньги. Это все идет другим людям, а потом нам должны эту пенсию выплачивать с кого-то. Поэтому низкая рождаемость в Японии обозначает не только то, что японцев в принципе станет меньше, но и то, что налоги молодого поколения станут выше. Так чего же японское государство не пытается как-то стимулировать этот процесс, чтобы люди рожали больше? Те же роды, ты говорила, что в Японии платные, почему они не сделают бесплатными роды? К сожалению, это настолько комплексная проблема, что просто так сделать роды бесплатными проблему не решит. Давайте по порядку. Первая и самая глубокая причина низкой рождаемости в Японии – это то, что в Японии изменился формат семьи. Раньше, лет 70 назад, было четкое разделение. Мужчина зарабатывает, женщина смотрит за домом и детьми. И тогда, после окончания войны, в Японии довольно быстро начала расти экономика, они много производили машин и разной электроники, поэтому зарплата мужчины была довольно высокая. И одной ее хватало, чтобы обеспечить всю семью. Но постепенно экономика Японии начала немного идти вниз, цены начали расти, и зарплаты одного мужчины стало не хватать на всю семью. Одновременно с этим женщины наконец-то начали получать высшее образование, это стало более популярно среди женского населения Японии идти получать высшее образование и идти работать, строить карьеру. Но при этом все равно до наших дней даже остается понятие семьи, что мужчина зарабатывает, а женщина смотрит за домом, и даже если у тебя есть карьера, никто твою первую карьеру не отменял. Дом – твоя первая карьера, кухня и детей растить. Поскольку от женщины ожидается полная ответственность за воспитание ребенка и дом в целом, на работе, даже если женщина работает,
ожидают, что она уволится, если она забеременеет или как только она выйдет замуж. Даже когда я работала в фирме, когда я вышла замуж через год, как устроилась работать, меня спросили: ты увольняться будешь? Я такая: почему я должна увольняться? Я просто замуж вышла. И реально были девушки в моем офисе, кто увольнялся, когда беременел, потому что они понимали, что они не смогут совмещать работу с таким загруженным графиком и воспитание ребенка. И даже те, кто оставался работать, все равно, даже если женщина работает и зарабатывает столько же, сколько и муж, все равно ожидается, что именно женщина возьмет выходной на работе, когда ребенок заболел, или именно женщина будет уходить раньше с работы, когда ребенка нужно забрать из садика, даже если они зарабатывают одинаковые деньги. А те, кто в 20-30 лет уволился с работы, чтобы воспитывать ребенка, через 20 лет находятся вместе, что им нужно идти на работу, потому что им не хватает денег, чтобы ребенка в университет отправить. Потому что в Японии университеты не бесплатные, и стоят они 10-20 тысяч долларов в год. Поэтому женщины понимают, что на одну зарплату мужа ребенка в университет не отправить, и им в 40-50 лет нужно выходить на работу без реального опыта работы. У меня на работе были такие люди, вот реально человеку 40-48 лет, и она до этого нигде не работала, потому что у нее 3 ребенка, она их всех пока воспитывала, а сейчас им нужны дополнительные деньги семье. И она только копии делают, потому что реально больше ничего ей никто даже не поручает. Если подсуммировать, первая причина — это то, что в Японии изменился формат семьи, двое, и женщина, и мужчина, начали работать, но при этом общество еще не полностью готово принять этот факт и поддержать, чтобы и женщины, и мужчины могли напополам разделять обязанности ухода за ребенком и за домом. Именно поэтому все еще есть такой страгл. Женщина и работать должна, и за ребенком смотреть, что мало кто хочет делать, скажем так. А что насчет бабушек, дедушек? Они никак не помогают с ребенком, пока мама на работе? К сожалению, нет. Конечно, есть семьи, которые помогают друг другу, но в наше время японские семьи очень разделенные. Раньше все могли жить все вместе, в одной деревне, в одном доме, который передавался из поколения в поколение, за одним полем смотреть и так далее. Но в наше время многие молодые люди уезжают. То есть есть, допустим, даже вот у моего мужа семья, они живут в горах где-то, на юге Японии. Дети выросли, закончили школу и такие: мы не хотим в горах здесь жить, мы хотим карьеру какую-то, мы хотим тусить, и уезжают в Токио. И таких сейчас очень много, поэтому семьи живут на больших расстояниях, очень редко видятся и больше как поодиночке. Вторая причина — это то, что японцы перестали чувствовать смысл и выгоду в отношениях. И я понимаю, что многие хотят думать, что в отношениях не должно быть смысла и выгоды, это просто любовь, гормоны, бабочки в животе, но в реальности любовь — это новое понятие. Смысл в отношениях был всегда: это наследников родить, род продолжить, наследие получить, передать, в семью войти и так далее. И даже в наше время никуда это не делось, и не всегда это имеется в виду что-то такое плохое или меркантильное, когда говорят слово «выгода». Допустим, друг друга поддерживать как пара — это тоже выгода. Друг другу помогать развиваться, расти и становиться лучше — это тоже обоюдная выгода и так далее. То есть всегда в отношениях есть какая-то выгода, скрытая или явная. И многие японцы перестали чувствовать смысл и выгоду в отношениях. Допустим, женщины, как я сказала ранее, понимают, что выйду я замуж, и мне придется все равно работать, и еще и за ребенком только я буду смотреть, и за домом тоже. Зачем мне это нужно? Лучше я буду по карьерной лестнице дальше двигать вверх. Мужчины тоже потеряли интерес в отношениях, потому что зачем мне, опять же, это нужно? Деньги тратить, детей я особо не хочу, лучше я буду на себя всю свою зарплату тратить, чем отдавать ее еще и жене, потому что японки контролируют зарплату, если они, допустим, дома, да, и это не прикол даже, то, что японцы перестали интересоваться в отношениях, в сексе и так далее, это реальные данные. По опросу этого года опросили японцев до 30 лет, 40% мужчин ни разу не были в отношениях. 50% девушек ни разу не были в отношениях до 30 лет. Мне нет 30 лет, я замужем. А как же любовь? Когда у тебя нет интереса к отношениям, то и любовь — это тоже такое
такое понятие. Если ты не ищешь, то ты ее можешь не найти. Поэтому это реально большая проблема, которой сейчас очень боится японское правительство, что даже наше молодое поколение не хочет особо детей заводить, и то, что там детей, отношения не хочет заводить. И третья причина – это финансовые трудности. Даже те, кто хочет отношения, хочет 5 детей, не может себе их позволить, потому что это в Японии очень дорого. Особенно, когда дело касается молодых пар, потому что в Японии зарплата повышается в зависимости от твоего возраста и стажа на работе. Поэтому молодые японцы 20-30 лет даже не думают о браке в связи с финансовой ситуацией. И, конечно же, все те траты, которые нужны, чтобы родить и воспитать ребенка. В Японии роды платные. И, как рассказывала моя подружка Соми, которая недавно родила, ей стоило $12 тысяч родить. $4000 ей вернуло потом японское правительство, полагается каждому $4000, но считайте, $7000 она потратила из своего кармана на роды, потому что она делала эпидуралку, но также есть мужчины японские, как я слышала от некоторых знакомых и в Твиттере читала, японские девушки пишут, которые говорят, что «А что так дорого? Я не буду так дорого платить, потерпишь». И многие реально или терпят, или не рожают от таких мужчин. В Японии всего лишь 10% девушек рожает по эпидуралке с анестезией. Всего лишь 10%. По-моему, в Германии это 80 или 60, то есть очень мало, потому что это платная процедура, и это реально дорого. Ясли платные, 200, 600 и больше долларов в месяц. Школы хоть и бесплатные, но оборудование для школы очень дорого стоит. Допустим, рандесерю, это рюкзаки, которые требуются в японских школах, стоит такой рюкзак $500-800 долларов. Не знаю, из чего он там сделан, золотой рюкзак, но вот такие цены. Школьные и столовые тоже питаться платно. Университеты в Японии все платные, государственные и частные. И, как вишенка сверху, поскольку в Японии очень много одиноких людей, и это главные потребители, в Японии все сделано под одиноких людей. Много кафе только под одного человека. Во многие рестораны не пускают с детьми даже. Или, допустим, квартиры. Не только домашних животных в квартирах нельзя держать, но и во многих квартирах в контракте написано, что нельзя детей. Поэтому, если, допустим, ты в квартире, где нельзя детей, и у тебя планируется ребенок, тебе нужно будет искать квартиру, где можно детей. Неужели все настолько плохо, и японцы скоро исчезнут с лица земли? Нет, не все потеряно, да, японцев становится все меньше и меньше, но идеальным исходом для Японии было бы, чтобы коэффициент рождаемости был 2. Тогда японцев бы становилось и не больше, но и не меньше, и пирамида превратилась бы в прямоугольник тогда. Это то, к чему японское правительство пытается стремиться, и сейчас пытаются ввести разные реформы, чтобы как-то людей стимулировать, но, как я уже объяснила, не только в реформах и в финансовых проблемах дело. Поэтому да, я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, почему я тоже пока не собираюсь заводить детей. Мне только 28 лет, между прочим, в Японии в 30 рожают. Так что посмотрим, и хватит задавать мне этот вопрос, не только мне, всем блогерам, это очень сильно раздражает. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, что вам понравилось это видео. Есть ли у вас дети? Хотите ли вы детей? Когда у вас будут дети? Давайте теперь я буду вас спрашивать. Когда у вас будут дети? Расскажите мне в комментариях. Всем пока.